В маленьком городке, затерянном среди холмов и лесов, жила цыганка по имени Луна. Про нее знали все жители, и многие шептались о ее необычных способностях. Говорили, что она может заглянуть в будущее и узнать судьбу любого, кто к ней обратится. Виктория, молодая и полная надежд девушка, всегда была любопытной и решилась узнать, что ждет ее впереди. Однажды она подошла к Луне, полная ожиданий и тревог. Цыганка, сидя у своего шатра, посмотрела Виктории в глаза и произнесла слова, которые навсегда изменили ее жизнь. «Ты будешь несчастлива, и твоя жизнь закончится в автокатастрофе», — сказала Луна, и ее голос звучал как предостережение. Виктория была в шоке от услышанного, но, стараясь не придавать этому значения, решила, что слова цыганки всего лишь выдумка. Она вернулась домой, пытаясь забыть о предсказании. Однажды зимним вечером Виктория с друзьями поехала на дискотеку в соседний поселок. В дороге их автомобиль попал в аварию. Водитель не справился с управлением, и машина вылетела с трассы. В тот момент, когда все произошло, время, казалось, остановилось. Подруга Виктории погибла на месте, а сама Виктория и водитель чудом остались живы. Это событие стало для нее настоящим шоком. После аварии Виктория провела полгода в больницах, восстанавливаясь после ужасных травм. Врачи сообщили ей, что она не сможет больше ходить. Это известие было для нее настоящим ударом. Мама Виктории часто приходила к ней в больницу, стараясь поддержать и утешить. Виктория, погруженная в депрессию, стала замкнутой и потерянной, но со временем начала находить счастье в мелочах, в улыбках медсестер, в солнечных лучах, пробивающихся сквозь окно. Родители, понимая, как важно создать для нее комфортные условия, перевезли Викторию в частный дом, чтобы дать ей больше возможностей для передвижения. Несмотря на заботу близких, Виктория чувствовала себя одинокой и подавленной. В какой-то момент она решила, что ей нужно снова встретиться с цыганкой, чтобы узнать больше о своем будущем и, возможно, получить надежду. Когда Виктория пришла к Луне, цыганка встретила ее с пониманием. Она предостерегла Викторию о возможных трудностях, которые ей придется преодолеть, но также посоветовала обратиться к новому врачу, который мог бы помочь. Виктория, полная решимости, решила прислушаться к совету. Она нашла нового врача, который выслушал ее историю и внимательно изучил ее состояние. Он пообещал, что сделает все возможное, чтобы помочь ей, и назначил операцию. Виктория с надеждой смотрела в будущее, полное ожиданий и волнений. После операции, когда она пришла в себя, Виктория почувствовала, как мышцы начинают восстанавливаться. Врач подтвердил, что все будет хорошо и что она снова сможет ходить. Эти слова стали для нее настоящим светом в конце туннеля. Виктория поняла, что ее жизнь не закончилась, а только началась заново. Она решила, что будет бороться за свое счастье, несмотря на все трудности, которые ей предстоит преодолеть. С каждым шагом она приближалась к своей мечте снова стать свободной и независимой. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.